В 11 станете? Хорошо. Спасибо, что предупредили. Да. Что вы так удивились? Я знаю, что да. Ну что ж, коллеги, добрый день. Сегодня мы с вами пройдем сессию, будем изучать сессию. Совместное решение. Это продукт новый для нашей славной компании MindG. Надеюсь, сессия понравится, мы получим для себя как минимум удовольствие, практические навыки, да и вообще, в принципе, будет драйв. Она отличается немного от того, что было раньше с нами. Почему? То, чем мы занимались с вами раньше. Почему? Потому что здесь, в принципе, основные вы будете. И мне будет важный вклад каждого из вас, ваше мнение, потому что это все основано исключительно для вашей практической деятельности. Итак, сегодня у нас совместное решение. Меня зовут Вадим, фамилия Рубан. Я, для тех, кто не знает, представлюсь, директор по персоналу в течение последних 17 лет в российских международных компаниях, компаниях FMCG и также госсектора. В свое время, когда нас купила компания Coca-Cola, это была Aquavision, я был директором персонала, у нас там было порядка 3000 человек коллектив. Coca-Cola сказала, мы купили не станки, а людей, вот твоя задача HRD удержать ключевую команду. Я задумался, собрал команду людей, принимающих решения в этой организации, в течение 2 дней мы добивались коллективного совместного решения о том, кто же останется. И, собственно говоря, люди так заинтересовались, так вовлеклись в эту идею, они сами решили, вот я нужен, я нужен. Что, когда задача была поставлена Coca-Cola, чтобы люди как минимум 6 месяцев работали, некоторые из них работали 5 и более лет. То есть совместные решения, они иногда приносят большую пользу, и не только для того, чтобы получить решение. Ключевая идея сегодняшней нашей сессии вот в чем. Совместное решение – это не просто решение, это также она стоит. Мы изучаем тему, в принципе, это, конечно, не касается темы. Люди, вовлеченные, структура процесса – это все вещи, которые нам желательно учитывать, когда мы пытаемся хотим получить совместное решение с кем-то. Также на этом пути есть блоки и некоторые варианты того, как можно их преодолеть. И еще есть некоторые феномены групповых решений. Я с ними познакомлюсь сегодня позднее. Мы опять-таки попробуем их уже научиться определять и дальше избегать в своей деятельности. Но ближе к теме нашей сегодняшней. Итак, совместное решение. По-вашему, вот что у нас будет? Контекст, что это выгоды, блоки, дальше вызовы, либо трудности. Модель, я вам предложу для вашего внимания, вызовы решения феноменной группы на будущее, как вы можете это в принципе использовать. Решение в принципе применительно ко мне, и дальше 5 секретов успеха, то есть 5 правил, которые имеет смысл забрать с сегодняшней сессии, чтобы ими пользоваться в ежедневной жизни своей. Итак, коллективные решения. Что это такое? Ваша компания занимается в том числе и ритейлом, и продажами. Эльвира, если я не ошибаюсь, у вас есть еще продажи через интернет и wholesale, правильно? В принципе, то есть, по-моему, 3 направления. Но для некоторых людей розница очень важна, и безусловно. Исключительно. Вот если мы представим... Для некоторых. Если мы представим совместное решение, что же это, как это выглядит. Если мы возьмем случай, к примеру, я знаю, у вас есть магазин не в Глинной плазе, не Глинной, к примеру, и человек, допустим, мне нужно купить костюм, как будет, и я захожу в магазин, и есть там консультант. Вот сейчас приведу аналог, а дальше хотел бы, чтобы мы вместе с вами подумали на эту тему. То есть мы с вами попробуем нащупать, что именно есть коллективное решение, совместное решение, а что таковыми не является. Так вот, пример. Если я решаю, вот в ситуации, которую я описал, она будет выглядеть таким образом. Я пришел в магазин, сказал консультанту, мне нужен такой-то размер, она мне дала. Все, я купил, ушел. Это я решаю. По вашему мнению, как будет выглядеть вот эта ситуация? Мы говорим, решаю я. Вот опять-таки в этом контексте. Вы просто обозначаете, что вам нужна какая-то одежда для какого-то случая, вам предлагают варианты, вы обсуждаете, принимаете решение. Я принимаю решение и все, отлично. Иногда
Бывают такие случаи, когда мы вот эту модель называем совместным решением? В вашей практике мы не сталкивались с этим. Отлично. Мы говорим, мы решаем. В этом случае, как это будет выглядеть модель? Хаос. А если теоретически представить, что нам вот, мы хотели бы, теоретически. Давайте разные варианты. Да. В каких случаях это было бы лучше, а в каких не очень, и, в общем, приходит к оптимальному, какому-то варианту. Приходит к консенсусу. Ну, то есть несколько выборов, несколько вариантов, они могут быть одинаково практически успешными, да, наверное, так. Да, и мы вместе советуемся, я вам спрашиваю, а как вам костюм на мне, да, как вам мини-сам, а как вам костюм? Прекрасно. Если вот такая ситуация, опять-таки в нашем случае, мы говорим, решаете вы, как это может выглядеть, по-вашему? Ну, гипотетически. То же самое, только выбор за вас делает КДС-консультант. Вот, а то же самое, это как? Татьяна? Обсуждаете. Ага. Посоветуйте мне, пожалуйста, да, потому Да, что Ольга? человек не Ага. очень хорошо, ну, например, разбирается, не знаю, вкус у него плохой, Правильно. положим. А Или еще для уже кон- могут Или быть. для конкретной ситуации он не знает, что надеть, он советуется с профессионалом. Он советуется с профессионалом и принимает решение. Ну, продавец. Продавец принимает Вот решение. это вам все-таки. Отлично, Ольга, отлично. Ну и вот вообще совсем фантастика, если вы решаете вот в данной ситуации, что идеально, да? Или У правильно? меня есть 5000 рублей. Хочу дать. Прекрасно. Все, что для чего мы сделали это упражнение? Для того, чтобы мы поняли, что мы сегодня обсуждаем. Вариант не консультации, который достаточно близок, а вариант мы говорим, мы решаем. Это тема сегодняшних, вот ближайших 90 минут. Никто не говорит, что он лучше или хуже чего-то, просто сейчас мы говорим именно про это. Соответственно. Теперь, коллеги, пожалуйста, ну вот давайте буквально для дискуссии ваши, какие выгоды именно совместных решений мы можем получать? Разделить ответственность. Так, а что это значит, Татьяна? Как бы, что в случае успеха мы все молодцы, в случае неуспеха, заметьте, мы все не молодцы. А чаще бывает по-другому. А чаще Один бывает не молодец. Эльвира, а это говорит о том, что мы совместное решение принимаем, либо у всех осталось, у участников обсуждающих в голове, что это было совместное решение, либо это было навязанное кем-то решение. Навязанная, наверное. Навязанная. Говорила история, когда люди не готовы изначально брать на себя какую-то ответственность, поэтому они принимают решение другого человека. В общем, и в равной степени и не готовы потом отвечать. Отлично. То есть о чем говорила Татьяна, разделить ответственность, ну, здесь в положительном ключе, здесь в отрицательном ключе, как бы переложить. Да, Калинка? Еще из выгод здесь явно, если совместное решение принимается, соответственно, каждый из тех, кто принимал решение, берет на себя какой-то кусок работы и делает ее. Потому что иначе зачем принимать это решение? А еще у нас есть в русском языке слово, которое называется «вовлекается». Вовлекается. Да. Отлично. Какие еще у нас есть мысли, какие выгоды могут быть от совместных решений? Ну, рассматривать проблему под разными углами, потому что у Прекрасно. тебя одно видение решения, стратегии, у коллеги другое. Татьяна, у вас супер место. Я могу включить? Оно идеально, оно на источнике в том числе. Отлично, под разными углами, под разными перспективами иногда говорим, с разных углов. Да, или вы хотели что-то дополнить? Все, супер, прекрасно. Да, Ну, есть эффект синергии. Когда несколько человек увлекается, да, то есть эффект даже иногда бывает превышается ожидания. Важно 2, Да. не 4, а больше. Прекрасно. И еще, коллеги, Наиль. Окей. Все коллеги перечислили. Коллективный разум в любом случае выигрывает относительно индивидуально. Да, действительно, вы правы. Хорошо. Ну что ж, я, наверное, ничего для вас здесь более оригинального не придумал. Итак, какие выгоды можем получать? Мы представляем развитие перспектив, инновационные решения, поддерживаем, увлекаем и так далее. Ну, лично мне, как бывшему HR-директору, очень нравится вот это. То есть
история, потому что все-таки как бы, ну вот, наверное, хотя как бы тут могут разниться. Ну, отчасти это и так звучит, но несколько вопросов, да. Ферментов и прочее. Хорошо, чудесно. А теперь, коллеги, у вас есть замечательный рабочий материал. Но мы их таким образом слепили, пожалуйста. У всех есть, да? Все. Вот для этого есть ножи, очень аккуратненько можно. Или видите, как вам удобнее. Как вам удобнее, просто чтобы мы постепенно шли. У каждого свой индивидуальный экземпляр. Вот в этой раз, нет, пока мы раскрываем только вот так, и этого будет достаточно. Вот сейчас, пожалуйста, все раскрыли, удалось, да, все, дальше нам не нужно. У нас есть раздел блоки. Вот мы сейчас попробуем подумать, что нам мешает принимать коллективные решения. Пожалуйста, это обсудите в парах. То есть пара у нас Татьяна Андрей, Эльвира Катя, ну, соответственно, Алина Юля Лайдриша и Ольга Катерина на «и». Если у вас будет тройка. Вот. 2 минуты. Топ-3 блоков, которые вы реально в работе видите, которые мешают принимать совместные решения. Ну, проблема Давай, говорим об этом. Да. Коллеги, обращаю ваше внимание, сейчас только блоки записываем, решение будет позднее. Они могут быть у вас разные, не обязательно групповое решение здесь получается. Да. Как вы лично каждый видите? Вы услышите, перестань список. Я сейчас скажу. Да, и мне Коллеги, 10 секунд и заканчиваем. способность принимать Ну что ж, отлично, коллеги. Итак, кто готов поделиться, что у нас может быть, какие блоки вы увидели? Да, первое — отсутствие вовлеченности. Когда сидит компания, есть там 5-7 человек, и некоторые просто, в принципе, не вовлекаются в дискуссию, не вовлекаются в принятие решений. Сидят и слушают, и уходят. Отсутствие вовлеченности. Поговорили и даже не говорили. Ну, то есть, вот, имеется в виду, что принятие решений никаким образом не принимающие участие. Второе, что мы записали, отметили, это нежелание брать ответственность. Очень часто встречающиеся. То есть люди, которые готовы обсуждать, которые готовы вот и кучу идей, но вот когда реализация, когда надо что-то сделать, брать ответственность. Вообще это может из-за страха действительно.
Но это основное. Не просто из-за нежелания. Ну, нет, из-за страха, из-за отсутствия профессиональных навыков каких-то. Да. То есть причины могут быть разные, но так бывает. Мы третий пункт не слишком сформулировали, так скажем, у нас разошлось мнение, я его сформулировал как отрицание скепсис. Нет, я его сформулировала как желание... На отрицание скепсис, так. А Катерина? Но при этом мы согласились, что это одно и то же. Ольга тоже подписалась? Разными словами выраженное, но смысл один. Но по сути это не желание принимать альтернативную точку зрения. Не готовность принимать, да. Закрыть. Чужую точку зрения, у нас то же самое. Наверное, потому что в одной компании работаете. Наверное. Или есть разные. Мне кажется, везде одинаково. Ольга. Люди, совершенно верно, конечно. Ну и есть еще такая история, как вообще, в принципе, негибкость в отношении каких-то новых предложений идей. То есть человек на старте, он просто вот у него блоки выстроены, он вообще не готов, он не расположен. К новому. Это может быть даже, в принципе, в силу темперамента какого-то определенного. А по каким еще причинам? Но еще иногда бывает, человек отработал очень долго в компании, он много видел всяких разных вариантов, тупо не верит. Говорит, ну хорошо, ну давай. Ну или фокус на А индивидуальный я посмотрю на вас со стороны и посмеюсь. Да, Татьяна, хотела дополнить что-то? Ну или фокус на индивидуальный KPI. У нас у всех свои KPI, и каждый отстаивает свою выгоду. Вот есть такой, да. Это, кстати, да, каждый отдел. Хотя, заметьте, у нас очень большое количество совместных KPI. Ну, те, кто здесь присутствует, наверное, один KPI у всех есть один. Вот кто здесь присутствует, те отделы, которые здесь есть. Нет, ну ты по как конкретному бренду. ну слушай, ну как ты маршрутность? Меня все просто меня все бренды. Это у вас разные. Не-не-не, ну KPI общий. KPI, да, Все равно. Росмаржа. Да. Он у всех Понятно, KPI. если Марко Поло, у тебя темперлайт, Так а у нас не А будет. какая разница? Ты не будешь встречаться с Марко Поло, ты не будешь же встречаться? Вопрос по марже, он и по всем отделам стоит. Ну да. Есть пересечения, есть вещи объединяющие нас, как это иногда называется, общий знаменатель, да, в том числе. Отлично. Кто-то еще готов? Да, я еще. Да? Конечно. Может быть, тоже излишнее лидерство некоторых участников. Небольшой, да. Авторитарность. Мой любимый блок. Дойдем до него. Супер. У кого-то есть еще что дополнить? Что Игнорирование? Ну это уже в принципе скучно. А в каком Ну контексте? не отсутствие увлеченности. Отсутствие увлеченности. Игнорирование. Ну так как-то вялен. Или вообще никак, да, в принципе, молча. У меня есть еще один Да. пункт. Желание делать все по накату. Что когда мы Исторически все сложилось. 25 лет так делают, и продолжают. Прям такие так делать. фразочки. Да, ну 25 лет же ездили. Да. На 26 проедем, собственно говоря. Я утром это услышала. Да? Да. Эльвира, буквально? Буквально. Исторически так сложилось. Исторически. Это тоже фраза. А давайте не будем прятаться за красивыми формулировками, да, поговорим о дне сегодняшнем. Отлично. Хорошо. Так, блоки примерно мы нащупали. Есть с чем работать. Я рад, что у меня будет вам что предложить на эту тему. Кстати, у нас будет немного науки сегодня, ну, собственно говоря, как и в прошлые разы. Наука. Майлз и Тро, два исследователя, в 2011 году изъездили 70 стран, провели огромное количество, я даже не знаю каких цифр, количество совещаний по 70 странам, 49 организациям. И что они выяснили? Что? Не уверен, не знаю. Что они выяснили? Они выяснили то, что в разных континентах. Они выяснили то, что блоки аналогичные и есть типичные блоки для принятия совместных решений в групповой работе. Об этом поговорим, некоторые вы из них сегодня называли. Собственно говоря, о чем нам говорит эта наука? О том, может быть, что мозг человека в группе ведет себя одинаково, вне зависимости от языка, страны и прочее. Мы все люди, и, соответственно, какие-то есть схожие модели реакции и взаимодействия группового. Сейчас, коллеги, прежде чем мы с вами перейдем к разбору уже вот этих блоков, как они внутри находятся, я предложил нам слетать на Луну.
называется, небольшую анкету заполнить, чтобы мы попробовали поисследовать, как работают групповые решения уже на нашем примере, собственно говоря. Это случай, который не имеет отношения к реальности, вот, который не имеет отношения к нашей с вами реальности, но является действительно настоящим. Итак, инструкция. Мы являемся членом космического экипажа, который изначально планировавший встречу с материнским кораблем, но что-то пошло не так на поверхности Луны, на светлой поверхности Луны. Мы это делали. Но я не помню, честно. Вот. В таком составе нет. В таком составе нет. Прекрасно. Но не все. Вот у нас уже Хорошо. отлично. И нам нужно приоритизировать предложенные предметы, где первый является самый важнейший, 15 наименее важнейших. Пожалуйста, у вас 6 минут для того, чтобы индивидуально в первой колонке индивидуальный рейтинг подумать и проставить свой личный рейтинг. Сначала свой личный. Исключительно свой личный рейтинг, индивидуальный. Да. Сразу по одному каждый думает и вставляет, что он считает нужным поставить первым, а что 15-м. Коллеги, осталось 4 минутки. Его можно первый последний поставить и закончить. И закончить. Экземпляры ваши, вы снимаете. Обязательно все 15 Алина, если хотите, можете 10 составить, которые вы считаете для себя важнейшими. То есть как удобнее. Как обычно составляют 15. От наибольшего к наименьшему. К наименее вероятному. Коллеги, осталась 1 минутка. Да. Андрей, это значит... Ну так. Татьяна, у вас будет сейчас возможность.
На темной стороне. На темной стороне. Пример прошлого, она была темная. Тогда можно ничего не брать, просто выжить. Здесь появилось, здесь появился. Тогда еще куда-то идти остаешься. Слава есть. Водичку захватить. Спички давай. Плотно, дури. Вот она, да. Отдыхаем. И всегда мира не касались. Так ты решение принимаешь. Это отсутствие принимать. Нет, не вовлеченность. Если мы закончили, коллеги, то что мы можем сейчас... Коллеги, сейчас, пожалуйста, у вас есть 5 минут, чтобы в парах обсудить варианты, прийти к определенному решению и поставить их в другую колонку. Пар либо в двойку, да, на ее вариант. Так, давай. Надо дышать. Первый а у тебя второй класс. Один баллон с углом, второй передаешь прием на солнечную батарею. Я писала Продуктовый консервы. Четвертое у нас в смысле, чтобы понимать, момент,
ваше мнение. Да. Хорошо, прошу решение тогда. Его очень много. Первый помощь. Один баллон возьмем, один баллон основательно, да? Дальше вот идет какие 12 составлений. Вот либо Коллеги, осталась одна минутка. Я не заметил. Я тоже вот, если не знаете, ничего нет, Коллеги, итак, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Ну что ж, уважаемые коллеги, во-первых, у нас есть ответы, и мы с ними познакомимся позднее сегодня, обязательно, без ответов не уйдем. Что вы заметили, когда обсуждали, когда выполняли это упражнение сейчас? В части, может быть, там, динамики? Еще раз? Не всегда было. Не всегда было. А что это значит? Но все-таки мне так кажется, вот, ну, по крайней мере, по своей Кстати. Как занимался, даже уже когда обсуждали группу, как занимался практически человек. А это что значит? Тянул на себя? Да. Ну, без спора. Да. Прекрасно. То есть у нас называется низкая мотивация, то есть что-то давал налог, но вы как бы по очереди давали налог. Прекрасно. Супер, что вы это осознаете, собственно говоря. Отлично. Коллеги, кто еще что заметил? Вот. А мы заметили, что у нас настолько разнообразные знания, а не односторонние, что это нам помогло как раз и действительно, давайте так. Но выстроить более правильную последовательность, да, потому что у каждого были свое мнение. У нас отличались. А вот в части обсуждения как это выглядело?
Комфортно. Комфортно. Да. Почему? Все другие слышали. Друг друга слышали. То есть готовы понимать. Знаю много, но мы слышим. Да. Что прекрасно. Может, у Юлии Осянина есть что-то? Да, мы достаточно быстро договорились. Сказала, нет, далеко. Это не мой метод. Я шучу. Наши знания специфицированы, да, все это совпали, поэтому у нас очень много совпадений, мы действительно. А вы совпали или это было вот отчасти, о чем Эльвира говорила с Катериной? Ну, наверное, просто каждый готовый своими знаниями, то, что знал другой, да, и это позволило, возможно, изменить точку зрения по какому-то конкретному случаю. То есть это не было на опыт, это скорее были приведенные доводы, да. И их услышали, меняются, их услышали. Слушайте, отлично. У нас, может, еще кто-то хочет что-то дополнить? Ну, у нас изначально, мне кажется, не было противоречий. Они всегда. Они всегда. Они там просто, да. Как называется? Тандем. Нам Да? нужно, да, все. Прекрасно. Противоречие было. Ну, в Замечательно. индивидуальном рейтинге изначально немного было. Мгм. Поэтому мы достаточно гладко согласовали общий коллективный раз. Договорились. Прекрасно. Чё, Прекрасно. ничего. Коллеги, немножечко мы... я вижу, что энергия чуть-чуть у нас опускается, поэтому предлагаю нам подвигаться немножко. Хорошо? Итак, встаем. Буквально короткая будет все, включая Арину, это будет у нас левая команда и правая команда. Все достаточно просто. Сейчас на перегонки, кто быстрее. Ваша задача построиться в линии, начиная от того, что здесь становится тот, кто ближе всех живет к этому офису, там тот, кто дальше всех живет. У вас по месту рождения, давайте так, по месту рождения. Он из стадиона. Ты ближе всех. Сколько времени тратишь на дорогу? Час? А вы сколько времени на дорогу тратите? 40, вы первый так обстоите. 50 минут. Ну, тогда по времени или по состоянию? По времени. Тогда вы правильно. Чем царь Yes, готово. Зачем? Ну что, Выйдет черная команда. черная, да. Только это называется total, да, это называется diverse, да, как они разнообразные. Прекрасно. Что вам помогает? С небольшим опережением у нас правая команда, ну, чуть быстрее. Что вам помогло, как вы договаривались? Мне кажется, Как вы принимали совместное у решение? нас простое было задание. Да. Хотя я коллегам помог бы, я бы сказал бы в километрах, какое расстояние примерно, хотя бы гораздо быстрее, нежели Что вам помогло так быстро определить? Ну, достаточно быстро, на самом деле, то, что вы сделали. Как вы договаривались? Как вы быстро договаривались? Какой метод? По времени мы тратим, по времени сколько тратит время на дорогу, да? То есть здесь как бы расстояние не самое, наверное, не самое главное. Выработали критерии и поехали. Слушайте, все, супер, отлично, присаживаемся. Итак, напоминаю, у нас еще 45 минут с вами. Итак, идем дальше. А это значит, будет модель. Модель вот такая, магическая. В общем, смысл в чем? Когда мы говорим о совместных решениях, наверное, в большинстве случаев мы думаем об этом пункте прежде всего. Это содержание. Это значит, обсуждаемая тема включает факт, ну, в принципе, предмет обсуждения. Ну, зачастую не обращаем достаточного внимания на остальные вещи, которые хотел бы, чтобы мы сегодня затронули. Это процесс, техники, подходы и прочее, которые обычно включают методика. Эльвира, ну все? Да, спасибо всем огромное. Я Спасибо. никогда в таком составе не проходила тренинг. Всегда мы делаем тренинги только внутри своего отдела. Это было просто всем хорошего дня. Спасибо вам, процесс, соответственно, то, как это проходит, и динамика, как люди себя чувствуют, что мы, может, какие-то, я не знаю, там, элементы управления конфликтами и прочее. Вот из этих примеров, какой пример, допустим, на процесс мы можем привести? Вам приходит на ум? Ну, это брейнсторминг. Да, Катерина? Встреча
где к совещанию, условно говоря, вот так. Это может быть переписка даже деловая, это может быть... А переписка деловая в каком ключе, под каким углом мы ее повернем? Вот в данном случае для процесса. Под каким углом? В плане того, что ты в более конструктивном ключе, в таком приглашающем, да, обсуждаешь с коллегами. Задаешь тон, да, создаешь примерно там свои, там, описываешь идеи, предлагаешь дальше обсудить или двигаться по этому плану. Отлично. Отлично. У нас у кого-то есть примеры еще касательно процесса? Ну, встреча, как Катя сказала уже. Встречи. Замечательно. Динамика. Вот здесь какие, может быть, припомните из предыдущего упражнения, может быть, из каких-то там совещаний, примеров рабочих, вот какие, что у нас приходит на ум первое? Я правильно поняла, это человеческие, так скажем, поведенческие навыки во время процесса. Совершенно верно. А гибкость и негибкость, здесь речь идет вообще слышать человека. Да, Ольга, как конечно. реагировать, да, насколько быстро он вовлекается в процесс, кто-то быстро, кто-то медленно. Вот можно увлекать. Еще управление эмоциями. Ольга, гибкость, да, управление эмоциями, Екатерина, отлично. Ага, да, Юля? Ну, некоторых людей просто нужно увлекать, потому что они иначе... А мы все разные, конечно. Значит, не боятся или не знаю, что сказать. Совершенно верно, конечно. Очень логично. Одна из основных причин, почему люди не любят тренинги, кстати, вот так, извините за автопик, они не все любят стоять на арене, в принципе. Кому-то комфортнее гораздо, это, мы разные, это Неразные коммуникабельные социальные. Отлично. Вынужденные экстраверты. Вынужденные экстраверты, да? Конечно, или да. Вынужденный интроверт быть экстравертом, а вынужденный экстраверт, да. Кстати, очень много журналистов именно из этого отряда происходит, и достаточно успешно, честно говоря. Модель, мы понимаем. Содержание, процесс, динамика. Отлично. Сейчас я предлагаю нам проработать некие блоки. Блоки определенные мы уже с вами сегодня идентифицировали, когда делали упражнения, да? Есть я предложил вам 5 вариантов. У нас получается раз, два, три группы. Раз, два, три, 4 группы. Из 5 вариантов, давайте я их зачитаю, вы скажете, какой нам точно мы сегодня не будем. Недостаток информации, то есть когда информации недостаточно для принятия решений. Блок. Дальше. Низкая мотивация. Люди включены. Борьба за власть. Неравный вклад. То есть некоторые доминируют в обсуждении, некоторые не включаются. И еще хронометраж. То есть, к сожалению, быстро подошли к решению, но не до конца проработали. Либо же еще обсуждение ушло в сторону, другие темы и прочее от совместного решения. Что одно выкинем? Ну вот недостаток информации. Отлично. Тогда сейчас, пожалуйста, Татьяна, Андрей, сюда. Низкая мотивация. Подходим к хостерам. Екатерина, соответственно, Алина, Юля и Екатерина Юль. Итак, продумайте, пожалуйста, у вас будет... Боитесь? Нет, как удобнее. Все, супер. Тогда здесь. У вас будет сейчас, коллеги, быстренько скажу, 5 минут для того, чтобы... Повторите, пожалуйста, еще раз, как мы распределяемся. По 2 человека. Вы, соответственно, одна, я буду с вами, на борьбе за власть. Владимир, Да. у нас было трое. Как и было. Как можно по двое. Спасибо большое. Кто поделится? Давай, проходите. Проходите. Ольга, присоединяйтесь к Екатерине. Все. Соответственно, на Катя, Алина, Юлия и, соответственно... Коллеги, отличный вопрос. Какая задача? Подумайте, блоки вот в этих ситуациях, мнение туманное, допустим, некоторые пессимистично настроенные относительно темы обсуждения, либо других качеств участников. У нас такое было. Как мы можем преодолеть, как мы можем это побороть с точки зрения содержания, с точки зрения процесса, с точки зрения динамики?
преодолеть, побороть, справиться. Как с этим? Каким способом? Что мы можем сделать, сказать? Пишите. Что? Начинаем с первого. Включаю обсуждение. Каким способом содержание? То есть начинаем значит, там, как мы можем сказать, это цели, становится целью это может быть в данном случае здесь опять-таки слишком может быть рассчитано, что нам нужно готовое решение получить. То есть они не обязательно прохождать это на первое направление. Падать несколько моментов решения. Давай процесс каким-то вот таким образом. А это у нас процесс пойдет. Выгода для да, первый момент, второй момент, За каждый больше открытых вопросов. Что значит? То есть сменить обстановку. Одинаковые не дают нас. Да. Как же, поинвестили, в том числе, да, это форма, это что, это как, а это некоторые пессимистичные. Же переделать рожденный. Все зависит от
Каждый человек, Очень показать, что другой человек это реально Некоторые не говорят, что думают, или оставляют на себя нерешенные вопросы. Это из разряда. Говорят, что ты будешь или оставляешь. Сказать, они сидят когда план обсуждают и говорят, ну 40% этому году. Есть еще
договористами, Коллеги, в принципе, мы закончили, остаемся на местах. Сейчас, внимание, у вас короткая задача. В каждой вашей паре обозначить, кто останется и будет рассказывать, представлять вашу, кто представляется. Андрей, замечательно. Остаемся у вашего места боя. Итак, в вашей паре кто будет представлять? Давай. Очень смешные. Для тебя. Ты же мотивированный сотрудник. Кого я возьму? Татьяна, Андрей остается, да? Хорошо. Коллеги, внимание. Сейчас вот что мы сделаем. Вы, пожалуйста, вставайте, потому что еще нам рано садиться. У вас будет Юля представляется, правильно я понимаю? Итак, сейчас Андрей, Алина, у вас кто будет представлять? Катерина и Наиль проходят к следующему по кругу плакату. Месту. Раз. Соответственно, так. Нет, у них Наиль представляет. Нет, не так. Кому иду? Да. Представление. Алина проходит один шаг вправо. Все, отлично. Сейчас у вас есть. Нет, кто все правильно. Татьяна, все правильно. Катерина на месте. Да. Итак, сейчас у вас есть 2 минуты у новых представить то, что написано, критическим взглядом посмотрите, что вы можете предложить. И не дописывать. Ну, не критикующим в этом разница. 2 минуты. Ручки, пожалуйста. Коллеги, осталась минута. Мы
окей, плавать между методами интегрального процесса, интегральной Есть определенные требования, давайте скажем, что есть конечно, То есть я вижу вас Коллеги, осталось полминутки. Может, кино Коллеги, ну что ж. Коллеги, внимание! Внимание! Сейчас мы, Ольга, Дина, сейчас мы переходим к следующему плакату. То есть, соответственно, Андрей делает шаг вправо, Ольга переходит сюда, Катерина у нас соединяется к Юле. Да, и аналогичным образом, у вас будет буквально 2 минутки. Знакомиться с тем, что есть, может быть, что-то дополняем. Я понимаю, что достаточно крупная работа проведена, поэтому дополнять уже мало чего есть. Вы переходите к Юле, да. Подождите, гуляющие гуляют или гуляющие остаются? Гуляющие гуляют дальше. Гуляющие гуляют дальше. А я остаюсь? Да, вы остаетесь, конечно. Вы остаетесь. Вот, я уже не могу. Спасибо.
Следующий шаг Коллеги, ну что ж,